Ладно. Счастливо оставаться! Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы с вами направляемся на золотые пляжи Феодосии. Сейчас вот мы едем по Керченскому шоссе. Пляжи 117-го километра и поселка Береговой находятся, если вы едете из Феодосии в сторону Керчи, как я уже сказал, по Керченскому шоссе. Это старая дорога, Симферополь, Феодосия, Керчь, когда еще не было Тавриды. Ну и посмотрите, сколько машин уже вот ездит по этой дороге. Вот стоят уже местные, видите, вот по старинке вот эти плакаты: жилье сдам, посредники. Если кому интересно, можете прям на паузу ставить и посмотреть там телефоны. В принципе, они выручают, у них на весь кошелек есть предложение, да. Ну а можно, конечно же, найти и по интернету, как многие это сейчас делают. Но вот по старинке тоже вот это все осталось. Ну и вот мы с вами посмотрите, кстати, сколько идет строек вдоль дороги. Ну и это одни из самых популярных пляжей. Уже работают все кафешки, развлечения всякие разные, так что жизнь потихонечку налаживается и оживает вот в этих районах. Здесь довольно-таки чистая и теплая вода, прогрелась уже до 22-23 градусов, как и обещали. Ну и мы с вами вот подъезжаем к 117-му километру, ну и плавно переходит в Береговой. Так, друзья, находимся мы с вами под Феодосией. Один из лучших пляжей, пляж 117 километр. Вот мы заходим с вами не через центральный вход, а вот где машину я поставил. В принципе, вот здесь парковки, мест мало осталось. Парковки бесплатные возле пляжей. Ну и давайте зайдем. Народ вроде поехал. Зайдем, посмотрим, как обстоят дела на пляже. Это золотые пляжи Феодосии. Вот вход, встречают нас здесь пальмы такие, гляньте. Я сначала издалека всегда думал, что они настоящие, но они бутафория. Вот видите, тряпочкой так обтянуты. Кокосы тоже обтянуты, чтобы не сперли. Сразу здесь медпункт встречает, но он, по-моему, не работает сейчас. Туалет здесь есть. Мы уже снимали с вами, вон там душ. Здесь у нас кафешка сразу начинается. И вот фаст-меню, сколько что стоит.
Фига себе, если честно, я не ожидал, народу много. Так, надо, наверное, тапочки мне снять, пешочком пройти. Вот здесь туалеты, но здесь все платное. Вот душ тоже платный. Раздевалки. И народу много. Вот и думайте, дорогие друзья. Но здесь всегда отличалось, что при Чадосе народу много было. Так, вот смотрите. Стоит у нас водичка. Аренда одного шезлонга 300, матрас 100, душ 30 рублей, туалет 30 рублей. Так что приходите купаться. Ну вот зонтики, шезлонги 300 рублей. Мы уже с вами увидели, там стоит. Не знаю, как на других. Вот такие, видите, беседочки зашторенные. Ну, сейчас пройдем, посмотрим. Здесь песочек такой классный. Видите? Водичку надо померить, там пойти. Температуру обещали где-то 23-24 градуса вода. Ну, посмотрим сейчас, сколько на самом деле. Я утку забыл свою, которой мы всегда меряем воду. Температуру померить. А так гляньте, сколько народу. Дофига. Вот это да. Сейчас померяем. Здесь всегда заходы хорошие, воды ровненько. Да. Ну не знаю, наверное есть. Но сначала, кажется, холодная вода. Потом, когда привыкаешь, нормально. Так, надо нам узнать, сколько стоит вот такие большие беседки. Я всегда думал, сколько они стоят. Посмотреть. Так, тапочки надо было в машине. Ну вот видите, прикованы шезлонги к грибку, значит не пользуются успехом. Но некоторые еще взяли, некоторые не берут. Здесь у нас вот кафешки есть открыты. Зимой я здесь ездил, все закрыто было, но сейчас вот открывали все. И народ отдыхает. Вот здесь поменьше народу, вот там дальше пляж продолжается. Речка вытекает, сейчас мы до ней дойдем. И вон там у нас катамараны. Вот, смотрите, развлечения всякие разные есть. На таблетках катается, убийственная вещь вообще, я вам скажу. А эти вот не востребованы. Видите, беседки вот такие. Можно закрыться там и посидеть. Вон, погнали. Так, здесь вот сдают, покататься можно на доске, поплавать и на катамаране. Я уже узнал, катамаран стоит 800 рублей в час, а на доске 600 рублей в час покататься можно. И вот здесь у нас домик такой красивый, конечно. Вот он, ну, что-то он не востребован. Это кафешка, наверное, какая-то. Так, ну здесь вот там вот сейчас туда дойдем, посмотрим там. Здесь вот видите, вытекает речка, водичка чистенькая, ну, вот, разделяет два пляжа. И там посмотрите, сколько народу. Побольше, наверное, будет. Но всегда из этих вот трех полосок пляжей, вот 117 километр, Береговое и Приморский. На Береговом нормально так, на Приморском всегда много народу было. Вот здесь вот в аренду сдают лежачки. Так, температура 27 градусов, вот у меня в машине показал, хотя обещали 29. И такая вот переменная облачность. Видите, какое небко. Самое оно, вроде и не жарко, но и не холодно. Температура воды, но я думаю, где-то
градус 23 будет. Но не больше, это точно. Купаться, в принципе, можно. Ну, мы идем с вами дальше. Надо спросить, сколько шезлонг стоит. Вот такие, видите, с этими даже с матрасами. Но это кто-то купил уже. А тут у нас вон катер стоит, можно тоже покататься, морские прогулки. Вот девушка. Девушка, а сколько шезлонг стоит? Не скажете? А, то есть от этого бесплатно там, да? Как отдыхается? Откуда приехали? О, с Кирова. Много народу здесь, я вот спрашивал. А что платите, если не секрет? По-моему, 7 в сутки. 7 в сутки? Это делюксовые цены. Есть за 6, есть за 5 500. А, вы с ребенком вдвоем, да? Втроем. А, втроем. Ну и как? Ну, завтрак тоже еще включен. Входит туда, да? Нормальный номер? Да, очень хороший, большой. Ну, 25 квадратов. О. Ну, удачного вам отдыха, спасибо, до свидания. Ну вот, 7 в сутки. Ну там какой-то навороченный номер получается, видите. Так что нравится. С Кирова приехали. Когда строили мост, кировский отряд был. У меня там Андрей, друг, работает сейчас. Если будете смотреть, привет тебе, Андрюх. Видите, твои земляки отдыхают на море. Так, ну там информация есть. Давайте посмотрим, пойдем, что у нас там. Что там пишут у нас. В принципе, обещают, что будет погода до 32 доходить. Так что постоянно я вам показываю, сколько машин на мосту. Видите? Так, ну это вот у нас 117 километр. Прямо рядом с дорогой находится. Вот там вот дорога старые идут. Сейчас, конечно, машины все по Тавриде идут. Здесь сейчас меньше. Так, ну нам... А не подскажете, здрасте, девушка, сколько такой стоит? Вот? 1500. Спасибо. 1500. Нифига себе. Вот такой. Закрыться можно. Вон он погнал. Так, ну вот здесь кафешка посидеть можно. Чайку попить, кофейку, пивка. Так, ну надо все-таки нам выяснить, сколько шезлонг стоит. Здесь, видите, вот спасательные круги. Спасателей много работает. Что-то их продают. А, они и шезлонги продают. Так, этот у нас 1500 стоит. Вот видите, сколько народа. Так. Все-таки надо спросить. О, змейков запускаю. Здрасте, девушка. Скажите, сколько шезлонг стоит? Не знаете тоже? Не знаю. Здесь, видите, сейчас стоимость отеля входит. Ну и неразговорчивая попалась. Так. Немножко по бережку пройдемся сейчас. У нас тут 117 километров. А сейчас вроде уже и теплая вода. Вот чистая, видите. Охладимся. В принципе, здесь всегда мне нравилось. И от Керчи недалеко. На машине там за час, даже меньше. Если правил не нарушать, можно добраться. А ты? Твоя! Вот выход, видите, здесь прям до Мады трапы можно добраться сразу.
Так, ну у нас там музыка играет, туда не пойдем. Ну, в принципе, здесь вот все понятно. Заход, конечно, здесь не очень. Вот заходите, видите, ну, есть места, где заросло. Вот. Ну, там можно вот пройти чуть, где нет этих водорослей. Так-то нормально, вот видите. Заход комфортный. Я вот тапочки снял и босиком хожу. Ну, вот такая здесь ситуация у нас. Это 117 километр у нас пляж. Лежачкам. Скорее всего, здесь тоже, да, от гостевых домов все это. Поэтому и цен не знаю на лежаки. Вот сейчас у парня спросим, сколько лежак стоит. Здрасте, сколько лежак стоит? 300 рублей. Вместе с этим, да? Понятно. Это на день, да? На день, на 8 вечера. Ясно. А вот этот? Бунгало? Да. 1500. Также с 8 утра до 8 вечера. Ясно. Спасибо. Можно уезжать, приезжать. А, то есть можно оставить и билетик даете, так и все, да? Ну вот, выяснили мы с вами. 300 рублей лежак стоит. Ну, в принципе, и написано было, что 300 рублей. О, в тенечке провел. Ну, видите, сколько достаточно много. Вот в прошлом году было намного больше. А вот без лежаков отдыхают. Хотя на разный вкус. Вот здесь, например, дети отдыхают. Здрасте, как отдыхается? Прекрасно. Да? Откуда приехали, если не секрет? Откуда? О, из Москвы. С Королева? А, на машине или на поезде? А, как там М4? Нормально? А где живете? Здесь? Под зонтиком? В Феодосии. Квартиру снимаете? А вы сами отсюда, да, местные? А, потом в Москву перебрались, да? Ну ладно, всего хорошего вам. Ну вот, как не нарвешься, так на местных. Так, у нас здесь вот люди. Девушка, сколько съехать с горки стоит? И взрослым, и детям? Или дети, взрослых не пускают туда? Да? Спасибо. Ну, хотя хоть есть, и то хорошо. Так, ну что, здесь мы уже были с вами, выяснили цены, да? Сейчас дальше пройдем, посмотрим еще, что интересного. Добрался я вот, где заканчивается пляж, 117 километр. Вот видите, забор стоит, такой неприглядный, конечно. И там уже новый пляж. Ну, а так вот, в принципе, все нормально. Водичку еще померяем и поедем дальше. Так. Ну, сказать, что все переполнено, конечно, нельзя. Но только начинается. Обещают, что сейчас вот к июлю месяцу массовое будет наполнение. Но дело в том, что еще август, половина сентября, и все. Посмотрим, как на самом деле. Еще зайдем куда-нибудь, глянем. Вот такая здесь обстановка у нас с пляжным отдыхом в Феодосии. Ну, а конкретнее под Феодосией 117 километр. Пляж 117 километра. Здесь очень любят отдыхать и местные, и много отдыхающих приезжает. Вот видите, здесь, оказывается, большая часть лежаков включено все в гостевые дома. Ну, а так, кто хочет, 300 рублей. Можно уезжать, оставить его, уехать, приехать, опять взять. Так что вот так. Ну, хотя, с другой стороны, на одного 300 нормально. Если вот семья 4 человека, уже 1200. Самый лучший вот взял полотенчик и на песочке полежал. Кстати, только что тапки обул, потому что невозможно по песку идти, сильно раскален.
Ну, температура поднялась, кстати. Сейчас уже больше, чем 27. Так что вот. Тапочка хоть неудобно, но без них сейчас просто невозможно пройти. Так, ну мы вот вышли к тому месту, откуда зашли. Еще раз окинем взглядом местность. И вот сейчас спросим, сколько лежак стоит еще у людей. Здрасте, а сколько лежак стоит? Скажете? У вас коммунизм? Везет вам. 400 рублей? А что так дорого? Там он по 300 был. Ну, с матрасиком. А? С матрасиком. А, еще за матрасик 100 рублей. Вот оно что. Понятно. Откуда приехали, если не секрет? Местные. Блин, у кого не спрошу, все местные. А где приезжие? Будут скоро? Когда скоро? Будут. А, точно, что я не узнал по говору. Ну ладно, приятного отдыха вам. До свидания. Опять местные попались. Прямо на Керченском шоссе заинтересовала меня вот Запорожская Сечь, база отдыха, кафе, гостиница. И за ним такие красивые, фонтанчик такой красивый. Вот посмотрите, как красиво здесь все сделано. Сейчас зайдем туда, посмотрим. Туйки, все облагорожено. Смотрите. Так, что у нас тут? Ну вот фонтан. И Илья Муромец какой-то сидит. Шлем снял. От подвигов отдыхает. Думает, съесть чебурек или нет. Тут вообще вот красиво все. Смотрите, слоники. И из их хобота водичка извергается вверх. Вообще красивая аллея такая здесь сделана. Шикарно, да. Ну, вот чаша бассейна, фонтана. Это вот на чем мир держится, видите? На черепахе и на 3 китах. И сверху земля. Вот так сделан фонтан. Красота, да и только. Так, а здесь вот рыбки плавают. О, кстати, смотрите, видите? Не знаю, видно будет или нет. Но вот мне видно. Вон они. И вам должно быть видно. Такой вот бассейн сделан. Камнем дно выложено. Красиво. Интересно, на зиму их вылавливают или нет? Потому что мелко, но я думаю, что да. Сейчас постараюсь поближе подойти. Вон они поплыли. Вон такой, видите, родничок. Лягушек много. И вон они. Кучно так. Красиво сделано. Вот такой мостик здесь, знаете, тенечки. Орел. И вот гостевые дома здесь. Видите, машины уже стоят отдыхающие. Вот он. Горбатый мост. Не путать с Горбатой горой. Дерево с такой, видите, здесь подсветочка. Вечером, наверное, красиво здесь сделано. Вон они, рыбки. А, молодцы, вот хозяева, кто вот за этим всем следит. Красиво, конечно. Смотрите. А розы какие, гляньте. Во. Прочитал на днях, в Керчи где-то выкопали несколько кустов, несколько десятков кустов роз. Представляете, солей? Вот хочется назвать их, но YouTube не пропустит, боюсь. Ну как так можно? Посмотрите вот издалека, как красиво. Вот так, дорогие друзья, приезжайте. Рядом
море прям вот через дорогу вот здесь. Ну а теперь самое время, походили по пляжам, посмотрели как и что. Самое время немножко перекусить. И вот подъезжаем мы к такому кафе «Казачок». Здесь неплохие чебуреки, я вот помню еще по старому опыту. Вот видите, прямо напротив, Beach Club 117. Цены на чебуреки есть с разной начинкой, как вы видите, с мясом, с сыром, с мясом, с сыром. Ну, естественно, кафешка, вот можно ознакомиться с ценами, кому интересно. Ждал недолго, минут 5-7, и мне вот принесли чебурек с мясом. Сейчас будем есть. Ну что я хочу сказать, тесто довольно-таки хорошее, поджаренное, такое вот насыщенная и сочная. Начинка тоже вот с луком. Правда, вот лук немножко сыроват был. Мне вот такой не очень нравится, когда он вот хрустит на зубах. Ну а так, в общем и целом, ну если мясо могли бы и побольше положить, ну довольно-таки вкусный чебурек. Ну вот я не знаю, дорого это или нет. Кто вот сейчас отдыхает в других частях Крыма, скажите, почем чебуреки едите. А так, в принципе, совсем неплохо, и можно расплатиться карточкой. Ну а мы с вами теперь пролетим поверху и посмотрим сверху, так сказать, обстановку, какая обстановка, и вот ну вот, как мы с вами выяснили, 22-23 градуса где-то вода. Кому-то хорошо, кому-то прохладно. Я знаю людей, что если температура воды меньше 25 градусов, они в море не ногой. Ну а знаю людей, какие и в 17-16 купаются, им тепло. Так что, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Ну а так, в принципе, вот видите, вот немножко, конечно, вот при заходе видно здесь вот особенно сверху хорошо водоросли, ну и можно между ними пролавировать. А дальше вот уже чистая водичка, чистое Черное море, красота, да и только. Вообще вот эти пляжи 117, Береговой, Приморский, очень популярны у отдыхающих, у туристов, и довольно-таки всегда здесь много народа. Я помню, здесь вот в прошлом году снимал в это же время, тут действительно яблоку упасть негде было. Ну и сейчас вот мы с вами поспрашивали, узнали цены, кто за сколько снимает. Ну, правда, часто попадались местные, ну ничего, тоже интересно. Ну а так вот сейчас пока еще народу немного, как вы видите, не очень много, но народ едет, хочу вам сказать, на мосту уже довольно-таки много машин. Ну а пока вы смотрите такие вот красоты, хочу вам напомнить, чтобы не забывали подписываться на канал, на Яндекс.Дзен обязательно подписывайтесь, а что-то там подписка замедлилась. Ну и на Рутуб подписывайтесь. И огромное всем спасибо, дорогие друзья, кто помогает мне вот в поездках по Крымскому полуострову. Вот до этого места из Керчи 110 километров до Феодосии в один конец, ну и обратно еще столько же. Ну вот, посмотрите, какая красота. Кто не хочет с зонтиками, вот на песочке лежат, тоже неплохо. Сейчас довольно-таки комфортная температура, не жарко, 27-29 градусов. Купаться уже можно. Шикарное море ждет вас. Приезжайте и отдыхайте. И напишите, как нравится вам вот такой вот формат съемки курортов. Обязательно напишите, и я буду смотреть по количеству лайков. Ну и всего хорошего, и до новых встреч в новых роликах. Еще раз спасибо всем, кто помогает мне в поездках по Крымскому полуострову. До свидания.